А вот теперь смотрите, как красиво происходит увлажнение корней ванды. Добрый день, друзья! Я вам почти всю зиму не рассказывала о своей орхидее Ванда. Только в одном видео рассказала, где она у меня всю зиму находилась. Ссылку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. А сейчас хочу вам показать поближе и рассказать, что мне понравилось, а что мне не понравилось. И верну ли я Ванду на свое прежнее место, на юго-восточный подоконник. У меня две вандовых орхидеи. Одна орхидея королевская ванда, а другая совсем маленькая по сравнению с этой аскацента. Все видео об этих двух орхидеях собраны в один плейлист. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. Я рассказываю в этих видео от покупки до... эта ванда цвела до цветения, аскаценты пока цветения мы не видели, потому что я ее и купила почти зимой. Королевская ванда стояла на юго-восточном подоконнике, 2 раза цвела. Это розовая ванда в мелкий краб. И действительно, ей там очень нравилось. Но, к сожалению, это окно я открываю для проветривания. А зима в этом году была совсем необычная. По крайней мере, для нашего южного региона Ростовской области. Февраль, последние, наверное, лет 15 у нас очень теплый. То есть плюсовые температуры и снега в феврале не бывает. А в этом году все получилось наоборот. В самом конце февраля были морозы до 10 градусов, и снежный покров лежал 2 недели. Конечно, Ванде бы совершенно не понравилось на подоконнике, и открывать там окно в минусовую температуру я, конечно, не решаюсь. На этом подоконнике сейчас стоят фаленопсисы и прекрасно себя чувствуют. Но весна, и буквально через пару дней будет сильное потепление. То есть где-то +5, +10 градусов. И, конечно, я ее верну на прежнее место. Но что же мне не понравилось на той полке, где она стояла? Ванда оправдывает свое название «Шепот ветра». Ей действительно нужно, чтобы был приток свежего воздуха. Как бы я ни пыталась создать там освещение, но под самый верх лампы я ее поставить не могу, ее, наверное, это бы обжигало. Но рядом, на расстоянии 20 сантиметров от довольно-таки сильной лампы она стояла. Единственное, что она не сделала, она не зацвела. Но на удивление она растила корни. И растила корни у детки, и растила листья. То есть она жила, но жила своей жизнью. Очень было интересно наблюдать за корнями. Старые корни
они почти все пропали. Но пока она стояла на подоконнике, много выросло вот этих молодых корешков, маленьких, чуть побольше, чуть поменьше. И что она там делала? Она эти корешки раскукливала. Растит сантиметра 3-4-5, закукливает корни. Начинает пробуждать другие. И так все время меняла процесс роста корней. И только единственный корень, вот здесь с этой стороны, вырос совсем новый. Это то, что касается старых корней. Но она от шеи начала растить там 2 их солидных новых корня. Причем один смотрит в вазу, а другой растет туда, куда ему хочется. Вот прямо параллельно вазе. И в одном из видео я показывала вам прибор, которым мы создавали такой влажный туман для орхидеи, но он оказался слишком мал для этого вазона. И муж придумал и нашел, как поливать эту орхидею. Ну, полив происходит ночью. У меня есть увлажнитель. Сейчас он поставлен так, чтобы было вам удобно показать, как это будет происходить в действии. Прикрепил к нему прозрачный шланг. И сейчас вы увидите, как я каждую ночь, включая этот увлажнитель, поливаю корни ванды. Буквально за несколько минут образуется туман, поэтому вазон такой с потеками. Но потому что вот так это происходит, и каждый день доставать ванну и мыть вазон, ну, это не получается. А теперь, пока ваза наполняется туманом, давайте посмотрим, что произошло со скацентой. Я купила ее в плохом состоянии. Видно было, что она очень взрослая. Корни практически были все пустые. Нашлось всего 3 корешка, которые подавали какие-то признаки жизни. Но 2 корня из этих 3 тоже стали сухими, ну, нерабочими. А 1 корень очень активно начал наращивать молодые корни. Она не растит листьев. Долго она пыталась ожить. Но пыталась. Это самое важное. И вот неделю назад я была очень рада. У орхидеи от основания появился корень. Сейчас я поверну ее другой стороной, и вы увидите, что и на зеленом основании орхидеи появился корень, и на старом стволе тоже пробуждается молодой корень. И это говорит очень о многом, о том, что аскацента будет расти. Когда мы увидим ее цветение, я не знаю, но наверняка это случится. Хотя сухих цветоносов у нее очень много. Вот сейчас она начала растить корни, но листик пока не растит. Но я думаю, что и эту орхидею я тоже перенесу на юго-восточное окно, и там им будет значительно комфортней. А вот теперь смотрите, как красиво происходит увлажнение корней ванды. И вот так корни увлажняются всю ночь. А утром, когда на полке включается свет, увлажнитель отключаю. Я считаю, что прекрасно себя чувствуют орхидеи. И надеюсь,
что весной мы обязательно увидим их цветение. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Что, туман это интересно, да? Скажи, не очень. Нет, Не очень. нет, было интересно. Я Да, видел. Даже кушать хочу, да? Да ну куда ж кушать. А хочешь, извини.